С Новым годом, дорогие подписчики и гости нашего с Сашей канала! Меня зовут Юля, и в сегодняшнем видео снова переделка Fix Price. Тема уже не актуальна, но я хочу поделиться этим видео. Эту переделку я начала еще 26 октября, несколько раз переделала и в итоге все-таки закончила ее практически под бой курантов. Обезжирила поверхность и нанесла адгезионный грунт. Так как крышка закрывается плотно, я ничего не буду под нее наносить. Крашу белой меловой краской в слоев, наверное, 5, так как белый цвет сам по себе очень неукрывистый. Жалею, что не купила краску в аэрозоле, от меловой краски очень сильно остается фактура. После просушки каждого слоя я пыталась немного пошкурить, но это лишь приводило к появлению проплешин, на фактуру это никак не повлияло. Флажок просто покрасила в белый цвет, изначально хотела его заменить, но не придумала, как устроить крепление. Ножку для ящика делаю из дерева. Для мини-теплицы я покупала набор кольцевых пил, и он снова мне пригодился. Использую сосновую доску из Леруа, толщиной 2 см, шириной 9,5 см. Подбираю подходящего размера пилу и отпиливаю круг. С помощью сверла в 1 см сделаю отверстие под погонаж, диаметр которого тоже 1 см. Вклеиваю погонаж, подставка для ящика готова. Подставку крашу тоже белой меловой краской. Эту ленту когда-то давно я покупала на AliExpress, но в этом году ее видела в продаже в разных супермаркетах. Наклеиваю ее на подставку с помощью термоклея. Тут я решила схалтурить и приклеить ящичек на термоклей. Это было ошибкой. Я использовала разные виды клея, даже эпоксидный, но от любого неудачного движения почтовый ящичек отваливался. В итоге Саша закрепил ящичек на саморез, предварительно использовав сверло. Для основы композиции использую обычный кружок из картона. Также смогла купить еще один набор для творчества из Fix Price. Начинаю собирать композицию с ленты, приклеиваю с помощью термоклея.
Затем приклеиваю хвойные веточки. Как и в композиции с клеткой, использую разные виды хвои. И далее приклеиваю остальной декор из набора. В этой баночке я храню заранее сделанные заготовки с помощью молдов. Этот молд я покупала на Озоне. Сделала заготовки из гипса и из эпоксидной смолы. Заготовка из гипса сразу же сломалась, к тому же и стрелки для часов сделать из гипса тоже не получилось. Из маленьких елочных игрушек и ленты из органзы делаю ходики для часиков. Приклеиваю композицию термоклеем, вроде держится надежно. Свой первый вариант почтового ящика я сделала красно-бело-золотым, но этот вариант мне показался слишком аляповатый. В итоге у меня получился такой бело-золотой вариант. Мне тоже не нравится, что при открывании видна основа другого цвета, но пока ничего другого не смогла придумать, даже при тонком слое краски он сдирается при открывании и закрывании. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!